Привет, мои дорогие! Здесь вы получите ответы на свой вопрос. Чего он действительно хочет от меня? От меня имеется в виду от вас. Человек тот, о котором вы сейчас думаете, которому у вас есть чувства, любые чувства. Это может быть партнер, любимый, муж или вообще любой человек. Что он действительно хочет от вас? Я для вас буду раскладывать колоды, которые пришли ко мне в откровении, когда я спрашивала высших сил, какие колоды вам помогут узнать конкретные, четкие, правдивые ответы на вопрос, что он действительно от вас хочет, какие у него планы на вас, естественно, его мысли, чувства и планы. Это колода Ленорман, а это Кипер. Они взаимодополняющие. Чего он действительно хочет от вас? Кипер будет зеленая колода, вот это, зеленая Кипер. А розовая будет у нас Ленорман. И розовая я буду делать левый расклад, а зеленый правый. Но я в любом случае, что было на дне колоды? У Ленорман была карта мужчины. Так что он действительно хочет выйти на связь, поговорить. А здесь он хочет рассказать, что он скрывает. Фальшивая персона говорит о том, что он скрывает. То есть оба расклада будут значимы. Знаете, так бывает, что человек выберет один расклад, а подсказки были распланированы как бы в процентном соотношении. Какой-то процент слева, с какой-то справа. Да и вообще высшие силы здесь присутствуют и в ваше пространство сейчас входят, чтобы ответить на ваши вопросы. Поэтому я вам советую смотреть весь расклад, а потом определиться, какой вам больше подходит. Кстати, если вы будете пересматривать другое время, волшебство расклада состоит в том, что каждый раз вы будете новое что-то слышать. Это уникально вообще так во всем. Мы всегда слышим то, что нам именно нужно слышать в данный момент. То, что может быть советом, предупреждением, помощью. В общем, такие дела, вы знаете это. Ну вот, хорошо, что они разного цвета. Я буду их раскладывать одновременно, simultaneously, одновременно. И вы увидите, как эти энергии будут и переплетаться, и четко вам говорить раздельно. В общем, я не знаю сама, что будет, потому что всегда это для меня самый сюрприз. Итак, здесь у нас пока 3 карты. Что он действительно хочет от вас? Берем первые 3 карты. И на зеленой колоде первые 3 карты. Чего он действительно хочет от вас? Что у него там на душе, что у него там в планах? Начинаем с розовой. Он хочет мира, покоя. Он хочет встреч, потому что, конечно, клевер – это радостные, приятные встречи. Он хочет близости. 2 карты цветов. Карты цветов всегда положительные. Они всегда говорят о приятном времени вместе, о доверии, о энергетике любви. Энергетика любви – самая высокая энергетика, которую может человек испытать на этой планете. И еще, смотрите, еще одно дерево, растение. Это, конечно, родственные связи. Это он хочет уйти корнями в вас. То есть он хочет, чтобы ваши родовые корни переплетались. Он хочет, чтобы вы как родственные души были, родственные души. Вы, может быть, действительно уже знаете, что вы родственные души. Вообще, человек, с которым вы живете, это почти всегда родственная душа. Почти всегда. По какой-то причине. Иногда бывает близнецовое пламя. Это когда сильная такая привлекательность чувственная, когда есть очень много гормонального вот такого, чуть ли не сумасшествия. Но близнецовое пламя – это часто тяжелые отношения. Друг душе – это часто ровное на всю жизнь. Вот этого он хочет, этого он хочет. Это наверняка. Хочет счастья, доверия, взаимопонимания. Хочет, чтобы было все уютно. Вот эта карта уюта, такое всемирное лагом, когда всего достаточно, не больше, не меньше, а столько, сколько нужно, и все хорошо идет. Он знает, что вы красавица, он вам хочет очередной раз сказать, что вас обожает, по карте букет. А также это карта подарков. Он может готовить вам какой-то подарок или предложение руки и сердца. У многих проиграется так. Это очень приятно. И дерево, знаете, это на долгие годы. Он хочет быть с вами на долгие годы. Вот так сказал Ленорман. Что скажет Кипер, интересно?
Первая карта. Смотрите, он что-то прячет или это его предки вышли на связь. Мы сейчас посмотрим по этим другим картам, что это именно. Но может у него какие-то потери были недавно, если так, я сочувствую. Это может быть редко такой проигрывается, но показывает недавние потери. Или он работу потерял, или родственника какого-то. Ну что-то он потерял недавно, в недавние годы, может быть. Или же он себя потерял. Или же он имеет вредные привычки вплоть до алкоголизма. Себя растерял, потерял на этой земле. Вторая карта ее объяснит. Может быть, у вас прервалась переписка. У некоторых проиграется, что вы на расстоянии, да, и вы только переписываетесь. Или же у вас прервалась переписка по какому-то непонятному стечению обстоятельств. Третья карта. Вы знаете, здесь он подневольный. Это милитарный человек, то есть солдат, военный, так можно перевести свободно. Он под давлением кого-то, может, под давлением мамы, может, под давлением бывшей, может, он еще женат, но у него там как-то все нехорошо идет. Ой, вы знаете, девочки, все мы в разной ситуации, и иногда нам обидно, если мы вложились в человека, но если человек недостоин вложения, его можно отпустить, потому что тогда мир даст лучшего. Это может быть так, у кого-то проиграется, слушайте. А военный человек, вот этот, он подневольный. Он может быть подневольный, потому что деньги должен заработать, это могут быть чеки для него. И он подневольный, потому что он может находиться где-то в другой стране по командировке или по надобности для того, чтобы заработать для вас, для вашей пары, если вы уже вместе с ним. Он подневольный человек, ему сейчас очень тяжело по карте вот этой гроб, ему очень тяжело. И он хочет вам сказать, что он выйдет на связь, как только сможет. Вот такая мне пошла связь с ним. Это только первые три карты. Смотрим дальше. Что скажет Ленорман? Я беру теперь по две. Теперь две карты. Ленорман. У меня здесь лиственница посылает нам свои листья. Благословляет расклад. Я сейчас узнала, что лиственница, она такое твердое дерево, хоть оно и хвойное, что оно уступает только дубу. И у меня здесь лиственница, она всегда благословляет наш расклад такими своими стрелами добра, можно сказать. Итак, смотрим дальше. Что скажет Ленорман? Чего он действительно хочет от вас? Первая карта Ленорман. Карта коса говорит, он хочет, чтобы результат какой-то был. Вот результат, может, того, над чем вы работаете как пара вместе, он теперь уже хочет результата. Смотрите, может быть, вы ссорились, были сказаны острые слова, и это может быть, нужна чистка вашим отношениям. Может быть, у вас есть негатив есть на ваших отношениях. Как получается негатив? Когда много людей, так называемых в кавычках, тех, которые хотят вам помочь в кавычках, да, но на самом деле мешают. Такие люди есть практически у всех в первые год, 3-5 лет. У всех есть такие люди. Но бывает, такие задерживаются на всю жизнь. Например, его ваша мама, которая хочет подправить, подкорректировать вашу жизнь, как будто она Господь Бог и знает лучше, как вам жить. Я сама мама, я знаю, что мне нужно себя по рукам бить, не встревать никогда. И вам советую тоже. Ну, это работа на всю жизнь над собой, да, потому что архетипичная мать, конечно, хочет, чтобы у ребенка была идеальная жизнь. Мы забываем, что идеального нет ничего. И вообще не имеем права вмешиваться. Коса и плетки, может, вот это как вы и он, да, коса на камень нашла. Потому что, когда пара притирается, в плане бытовом, вот всегда коса на камень, потому что у него свои установки из молодости, из детства, как его родители жили. Он будет точно так жить. Но пока он не осознает, что можно по-другому, и тогда это очень трудно. Это как оторвать, не знаю, сердце вырвать, начинать общаться по-другому, да, с близким человеком. Это очень и очень большой труд. Он готов к этому труду. Если вы ссорились в последнее время, может, и вам тяжело тоже, потому что вы, как любой человек, тоже унаследовали традиции из вашего детства. Ведь ребенок наблюдает и смотрит, как общались родители, и он как бы повторяет неосознанно то же самое.
Поэтому если вот между вами как коса на камень, да, то ругаетесь, то миритесь, то опять не можете общий язык найти. Этот расклад говорит, вот это больше, он не может больше. И вы не можете, уже пришел предел этому всему, да. Он хочет положить конец ссорам. Чего он хочет от вас? Чтобы был мир, чтобы, вы смотрите, вот эти две карты, они просто описали ситуацию, он хочет вот это, чтобы был мир, спокойный просто. Он хочет просто без этих сложных выяснений. На самом деле философия, сложность, она нужна, но в меру. В основном мы забываем, что жизнь, она простая. Мы все биологические существа, как другие существа на Земле, хотим покоя. Но люди думают, там, где покой, там какая-то поверхностность есть. Это неправда. Это неправда. Покой – это особое искусство жить красиво. И это то, чего хочет мужчина, да и вы тоже, я точно знаю, что хотите этого. Я возьму еще одну карту. Вот видите, точно, я сказала все точно, канал прочитала так, как есть. И иногда я думаю, а вдруг я что-то не смогла сказать, не дополнила. Поэтому я беру дополнительную карту, чтобы мне высшие силы сказали, именно для предсказателя, все ли я раскрыла или еще есть что-то сказать, все ли я до капли раскрыла так, как вам нужно показать. Нелли Норман расклад хороший. Он говорит, что собака это он хочет быть другом души на всю жизнь. Знаете, он хочет вам угодить. Собака это всегда угождает. Он хочет вам угодить. Он хочет, чтобы вы поверили в то, что он правду говорит. Если вы чувствуете, он врет. Вот он очень хочет, чтобы вы поверили, что он говорит правду. Вы знаете, о чем сейчас идет речь, да? То, что касается именно вас и той ситуации, в которой вы себя нашли. Собака – это доверие, это любовь без ограничений, без всяких условий, безусловная любовь. Я иногда забываю это слово «unconditional love», потому что по-русски «безусловное» по-другому звучит, я всегда забываю. И хочу сказать опять, что он хочет безусловной любви. Он вас любит без условий. Он вас даже любит, когда вы ему говорите правду матку, да? Как бы рубите такую с плеча правду. Он вас тоже любит. Потому что он знает, что вы правы, но он не может все время это слышать. Ему надоело это слышать. Понимаете? Давайте еще возьмем одну карту совета вам. Это его чувство. Если я теперь соединю рыбы вместе с собакой, уже так все четко, понятно и просто, и доходчиво. Ленорман говорит, что у него есть чувства глубокие. Он не уверен в ваших чувствах, потому что какое название у нас расклада? Чего он хочет от вас? Он хочет от вас любви. Он не уверен в ваших чувствах, потому что много было между вами ссор, может быть, да, недопониманий, может быть, с его стороны критики в ваш адрес, да и чего греха таить, может, и с вашей стороны критика в его адрес. И он говорит, ну мы же все это сказали друг другу. Вот the point. Не будем больше это повторять. Давай оставим позади ссоры, потому что он хочет от вас дружелюбия, верности. У некоторых он вас тоже ревнует, не только вы его. Потому что, как нас, девочек, они ревнуют, но вообще-то мужчины, они часто не показывают это. Вот смотрите, дома мы какие есть, да? Часто бываем или раздраженные, то есть какие есть. И внешне тоже. А на улицу обязательно нужно привести себя в порядок, правда? Есть такое понятие, я где-то слышала его, очень умное, но сейчас детей нужно воспитывать, да, там вот нельзя их шлепнуть и такое все. Нельзя действительно, потому что ребенок это отдельная личность. И я слышала такое понятие, что обращайтесь с ребенком, как вы бы обращались с чужим человеком на улице. Всегда так обращайтесь с ним, и все будет хорошо у вас. Обращайтесь, я знаю, что вы скажете, чужой человек, такое все, но сейчас не об этом. Вот забудьте вот там, да, чужой человек и все. А послушайте вот этот расклад. Я сейчас из него рыбы и собака беру вот эту информацию. Обращайтесь с мужчиной, попробуйте месяц. Очень будет трудно вам, но вы другим человеком через месяц будете. Обращайтесь с мужчиной, как с чужим человеком на улице. Во-первых, когда вы от него немножко отчуждаться будете, вот эти две карты сработают. Металлическая карта и плетки. И вы почувствуете, что ушли вот эти обиды, которые раньше были. Потому что, когда вы с ним обращаетесь как с чужим на улице, вы забываете про обиды, вот больше не болит сердце, да, больше не болит. Поскольку вы отдалили от себя то,
Это такая медитация мощная. Вы от себя отдалили то, что вы не соглашались, что вас напрягало, что делало вам больно, его больные слова, его неправду, его нерешительность. Вот все вот это, что мы в мужчинах не любим, да? Вы от себя это отдалили, если вы с ним месяц будете обращаться, как будто он чужой человек на улице. Ну, как мы чужого человека на улице? Я не знаю, вот здесь у нас, я иду, человек идет мне навстречу, я говорю, привет, здравствуйте, и все, иду дальше. Приятно поздороваться, да, и такое все. Вот попробуйте с ним так. Ну, конечно, но не здравствуйте, по энергетике попробуйте так. Вы удивитесь, что через месяц вы будете как новенькие оба, и вы готовы будете с нуля начинать отношения друзей души. Вы будете друг души для друг друга. И у вас будет по-новому все идти. Вы уже будете другая, потому что за месяц ошибки его, вы их забудете, они не будут больше вам больно делать. Но если вы хотите с ним жить дальше, какой смысл вспоминать его ошибки? Есть только два выхода. Первый – попробовать вот то, что я говорю, эту практику. И второй выход – искать другого мужчину. Я вам советую перед тем, как искать другого мужчину, попробуйте эту практику, не пожалеете. Потому что у мужчины есть к вам чувства. Иначе бы рыбы не вышли. Я доверяю Ленорман 100%. У него есть чувства, и у него есть желание вам услужить. Собака – это услужливый человек. Вот. Мужчина должен, конечно, быть услужливый для своей дамы сердца. И он услужливый человек для своей дамы сердца, то есть для вас. Вот так. Очень хорошо. Я карты не забираю, они у меня здесь будут оставаться. Может быть, мы будем итог делать или еще что-то. На всякий случай. А я сейчас буду смотреть эти две на Кипр. На Кипр здесь сложнее ситуация. Или же это показывает другой уровень вашей ситуации. Может, так бывает, что Ленорман показал то, что видно на поверхности, а Кипр глубже. И глубже я смотрю, что у него он подневольный. Или подневольный своей родовой истории, которая его тянет вниз. И поэтому он не умеет общаться. Или он подневольный касательно денег. Он не любит то, что он делает, ненавидит свою работу, но он обязан ее делать для денег. И он постоянно жалуется, он постоянно в плохом настроении, даже, может быть, выпивает именно по этой причине. Это может быть так, вот как бы глубоко мы посмотрели. Итак, что еще? Смотрите. У него были денежные потери. И вот еще карта якорь, во-первых, это как Ленорман якорь. А в Кипр, она называется по-другому. Она называется, смотрите, я сейчас скажу по-немецки, Die Hoffnung großes Wasser. Какой у меня акцент жуткий, да? Надежда, большая вода, переводится по-русски, да? Это, может быть, давно было, это, может быть, в прошлых жизнях даже было, но где-то было какое-то воровство энергии. Это, может быть, его предки. У его предков украли, может быть, раскулачили. Знаете, что у нас было во время революции? Страшные же вещи творились, да? Ой, это вообще, что страшное творилось. И предки на него влияют. Может, он жадный, может, он скупой, может быть, он деньги собирает. Может быть, он не верит в свои силы, может быть, он боится воровства, он боится, он не доверяет людям. Вот эта карта вместе, эти две карты, он недоверчивый. Он, может, тяжелое или детство, или тяжелые прошлые жизни. Какие-то лярвы из прошлых жизней. Что такое лярвы? Это подселенцы, духи рода, которые не смогли возвыситься по той причине, что тяжелая карма. Духи рода – это не только родственники по крови, это те люди, которые обидели ваших родственников, они тоже духи рода вашего становятся. И вот что-то такое есть, потому что или было что-то в жизни, он потерял какую-то сумму денег, может, он, не знаю, игрок вряд ли у кого-то, но у кого-то, может, и есть, но где-то он потерял что-то, вот как, знаете, закопал эти деньги, а потом не мог найти. Я слышала, что в некоторых регионах это очень грустно, что так люди не могут доверять банкам, они где-то закапывают деньги. Вот, и они пропали, может быть, они истлели даже у него. Это что такое деньги? Это же энергия работы, понимаете? И он где-то вложился, он вложился, собака, да, он работал. В любом случае, они перекликаются, естественно. Пострадал он в
какой-то степени, может, это даже не за денег. Здесь вор — это кто-то у него энергию забрал. Может, его бывшие отношения ущербные какие-то. Но мужчина пострадал. И теперь карта якорь говорит, что он надеется, вот чего он хочет от вас, что с вами у него будет по-другому. Что с вами он будет приумножать энергию, а не терять. Он на это очень надеется. Есть такая вещь, если я эти 5 карт посмотрю, мужчина находится теперь в положении, где он чувствует, что он теряет что-то. Может, он вот даже вам говорил, что жизнь уходит, а толку нет никакого, да? Все как всегда, вот что-то такое. Возьмем 2 карты и откроем их. Это он, и я смотрю, что вместе с вот этими 2 картами, если я вот это так прочту, я здесь вижу, что видите, какой он здесь. Он довольный, у него все идет лучше. Но написано, что он выиграл деньги, то есть, что он получил за работу свою или получил хорошую работу, заработал или наследство. Но здесь написано «он verhofftes Geld», то есть деньги, которые он даже не надеялся получить, что ли. Кто-то взял у него, потом отдал долг. Или это же не обязательно деньги, это энергия. Знаете, будет лучше, чем он думает. Чего он от вас хочет? Он хочет, чтобы вы поверили, что у него будет материальное положение лучше, чем было. Или же это переписка ваша, что будет лучше, чем он думает, что он обещал приехать, он приедет, он обещал, что вы увидитесь. В общем, он надеется, что будет лучше, чем даже он мечтал. То есть это, хорошо, надежда у него есть. И вот эта карта, я очень ее люблю, это самая лучшая карта для отношений. И здесь вы работаете вместе над отношениями. Он надеется, что вы будете работать вместе над отношениями. Написано Arbeit und Beschäftigung. Arbeit – это работа, Beschäftigung – это занятость, да? Девочки, дорогие мои из Германии, скажите, правда? Beschäftigung – очень хорошая карта, это занятость, это business-like, то есть дела, семейные, любовные, как флагом, интернациональные, да. Вот вы вместе, он надеется, что вы вместе будете работать над отношениями. Он очень надеется, что ссор больше не будет, что не будет больше молчанки. Вот так вот это, что он надеется, уйдет молчанка, будет он и вы будете, новенькие, как новенькие. Девочки, если вы отношений не имеете, я тоже советую, мальчики, тоже смотреть расклад, потому что может из прошлых жизней какая-то катастрофа в отношениях, кризис какой-то, неудачливые люди в отношениях, какая-то пара, которая настрадалась, нужно ее исцелить, чтобы открыть поток любви. Часто так бывает, поэтому есть отношения, на какой они стадии, неважно. Главное, чтобы вы исцелили то, что нужно исцелить из этого расклада. Я вижу, что у некоторых вы находитесь в молчанке с ним. И он и вы готовы эту молчанку закрыть больше. Вот. Закрыть молчанку, открыть коммуникацию, открыть общение. Он возьмет себя в руки, если он, например, выпивает, или он какой-то негативный человек, или у него, может, треугольник у кого-то. Он возьмет себя в руки и сделает тот шаг, который он обещал сделать, который и ему больше подходит. Я хочу сказать, что вы тоже делаете то, что вам больше подходит. Тогда будет очень справедливо во Вселенной все. Понимаете? Делайте тот шаг, который вам больше подходит. Естественно, другие люди не должны страдать от наших действий, да? Вот. Здесь как-то все приходит в норму. Он возьмет себя в руки и справится с собой. Вы знаете, о чем я сейчас говорю, да? Может, с полузагадками, но так всегда должно быть предсказание. Это же секрет предсказания. Это, так должно быть. Так что вы себя узнаете. Он возьмет себя в руки, и он сделает то, что обещал. Вот смотрите. Вы поняли, да, меня? Вы поняли мой намек. И будет стабильность между вами. И вот если я эти 2 карты вместе возьму, вам станет все понятно. Он возьмет себя в руки и сделает то, что обещал. Не сомневайтесь. Я возьму одну карту из Кипер на совет.
И одну карту из Ленорман на совет. Видите, все-таки колода Ленорман, она нам пригодилась. Мы отсюда возьмем тоже одну карту на совет. А 2 взялось. Будет, значит, 2. В доме звезды. Значит, будет мир в доме, значит, будет взаимопонимание, значит, будет любовь. Звезды карта исполняет желания. Кто-то мечтает о лучшем доме, о лучшей квартире, кто-то мечтает о лучшем месте под солнцем. Это произойдет, может быть, он работает над этим. Из правого расклада показано было, что он, может быть, сейчас хочет заработать на лучшее место под солнцем для вашей пары. И это произойдет обязательно. Вы знаете, в дом – это защита не только дома, как, недвижимости, да, хотя тоже. Дом – это защита вас как пары, потому что это стабильные отношения, которые по судьбе, потому что карта звезды, карта судьбы. Мужчина тут по судьбе, и какой совет? Все будет хорошо. Посмотрите, просто расклад. Все будет хорошо. Будет счастье в доме, будет свет в доме, будет взаимопонимание. И расклад, он заговорен на удачу, конечно, на любовь. Так что Ленорман шикарно вам предсказал его мирный настрой, наконец-то, к вам, да, его горячие чувства в доме. А также, вот если такой расклад, это прибыль в доме, потому что рыба прибыль в доме, причем большая, звезды это большая прибыль в доме. Это то, что будет у вас в вашей паре. Я очень рада. Я могла просто подержать так карты, главное же их взять, да, спросить у высших сил. А Ленорман такой, что вы можете сами все понять. Вот, теперь посмотрим вот эту дополнительную карту совета. Он думает о вас. Что он хочет о вас? Чтобы вы думали о нем. Потому что чего он хочет от вас? Да? Вот этого он хочет от вас, чтобы вы думали о нем всегда, как он думает о вас всегда. И чтобы вы знали, что он всегда думает о вас. Потому что якорь и Seine Gedanken, его мысли. Кстати, немецкая система, поэтому я говорю, думайте, зачем я это говорю. Я никого не могу впечатлить, потому что у меня... Я вообще не люблю никого впечатлять тоже. У меня такой немецкий. Когда-то я хорошо говорила. Вот так, это было когда-то, многие годы назад. Я говорю, чтобы вызвать духи этих карт, чтобы они вам дали нужные вам советы, чтобы они раскрылись вам. И у него стабильные мысли о вас. Он всегда думает о вас, постоянно думает о вас. И он очень хочет, чтобы вы постоянно думали о нем. Это очень хороший расклад. Вот он так голову немножко наклонил, когда думает о вас, потому что на этой карте, да, смотрите, потому что он, ему стыдно, наверное, он думает, зачем я это все сделал, зачем я это сказал, почему я так себя повел дико, совершенно дико. И он совершенно, кстати, прав, когда он такой вопрос задает, зачем я так дико себя повел. Он правильный вопрос задает. Но здесь такой пунктик, которого он не знает, но через этот расклад, я надеюсь, он узнает, что это не он, эта сущность в нем так себя вела. Когда мы ведем себя для нас неестественно, или когда мы удивляемся, зачем я это сказала, зачем я так себя вела дико, это не мы себя вели. Якорь какой-то, вот якорь это тоже хорошая карта, но тоже якорь напоминает вам о таком якоре, который был сделан или в прошлых жизнях, или в детстве вы увидели какой-то неадекватный поступок бабушки, там, дедушки, родителей и так далее, соседей. И вот этот неадекватный поступок, такой якорь получился, да, и когда он так себя повел, произошла вот эта связь, резонация с этим якорем. И если бы мы знали, тогда бы мы себя не обвиняли бы и были бы счастливы, у нас было бы здоровее сердце, потому что сердце у нас болит от того, что мы не можем себя простить, что мы там сделали не так, что сказали не так, как повели себя так по одной или по другой причине. Он так голову склонил, он говорит, ну какой я был дурак, какой был вообще такой. А на самом деле это не он, это эта сущность, которую просто надо выгнать. Надо сказать, изгинь, уходи, это не я, больше не проявляй себя в моей ауре, тебя больше нет, изгинь. Вот. И у нас, у всех, девочки, нет идеальных людей, да? У вас тоже есть такая сущность, наверное, которая иногда проявляет себя странно. А вы думаете, это вы, и поэтому расстраиваетесь, сами на себя наговариваете, сами себя ругаете. Когда проявляется сущность, и любой из нас может себя повести неадекватно, нам нужно сказать, изгинь, это не я. Это какая-то сущность через меня проявилась. И главное, что не будет у вас, не будет чувства вины, которое вам не нужно, и ему не нужно его.
Ну, вот приятно знать, что он виноват, что он чувствует, что он сморозил, да, что-то. Но он должен знать, что нет вины. Сморозил не ты, сморозила вот эта лярва. Выбросим ее. Лярва – это по-народному. А если идти в психологию, уже доказано, что мы не только физическое ДНК наследуем, но и морально-эмоциональное ДНК из прошлых жизней, да. Так что это доказано все. И он склонил голову, ему стыдно, наверное. Он хочет сказать, он хочет извинения попросить через этот расклад, сказать, что я виноват. Ну, допустим, пусть он думает, что это не сущность, а он. Нам, девочкам, легче знать, что он чувствует себя виноватым, и он просит прощения через эти две карты и говорит, что он больше постарается так не делать. Ну, как по-простому, по-народному, говорю, как есть. Дорогие мои друзья, я делаю литургический сбор, поприсутствуйте, если не против. И пока я делаю литургический сбор, хочу сказать, что я вас очень люблю, обожаю. Вы для меня любимые люди, с которыми мне очень приятно проводить время. Надеюсь, вам приятно проводить время со мной. Дайте знать в комментариях, как у вас идет, как жизнь, как дела, как все происходит. Вот. Если нужны уроки на Кипр, я преподаю Кипр. Вы быстро научитесь. Эта система очень отличается от Ленорман, как ее читать, но она простая и очень понятная. Знаете, по-немецки все четко и без этих. Немцы, они же простые люди, мы думаем, что не так, но очень простые. А в простоте в этой есть, знаете, нормальная человеческая простота, которая не стесняется своей простоты. Что-то он, вот этот вор, да, убираем его. Нормальная простота, она правильная. Мужчина волнуется о воровстве. Что такое? Ну вот, смотрите, карта дом. Это хорошо. Это оберег вам из этого расклада. 2 дома, видите? У вас будет в доме порядок, чистота, не будет никакого негатива, будет любовь, взаимопонимание, достаток. Очень важно в доме достаток, любовь, уют. Универсальное лагом. Универсальное лагом. Нельзя сказать шведское или еще какое. Нет, универсальное, потому что все люди во всем мире одинаковые, девочки и мальчики. Вот. Или Норман. Я преподаю, если кому нужно. Но обращаются люди, спрашивают. Я говорю, что уроки нужно покупать только от автора, который сделал уроки. Мои уроки только на моем сайте. Мой сайт как Amazon. Очень легко, там все очень, очень четко. Так что на сайт перейти можно или же о канале, или же под каждым видео. Кстати, под каждым видео есть переходы на мои другие каналы, если вам интересно. Потому что у меня есть канал и чистки, и гороскопы я делаю, и говорилки. У меня есть канал отдельный на говорилки, и английский канал. Девочки, знакомимся с мужчинами по всему миру. Для бизнеса, для любви. Учим английский, он же простой, как 2 × 2 = 4. Я вас научу. Вот дно колоды. Очень хороший мужчина, страстно вас любит. И название расклада, чего он хочет от вас. Он хочет, чтобы вы были страстные. Вот этого он хочет больше всего, скорее всего. Видимо, нужно было сказать на пасашок, да? Люблю вас, обожаю, и я знаю, что мы еще увидимся. Пока-пока.